Привет, YouTube, с вами Ларин, и сегодня я посмотрел только что фильм «Дизлайк». Он транслировался на этом прекрасном широкоформатном экране в городе Уфа, в Башкирии. И я ставлю этому фильму ответственно самый огромный в своей жизни дизлайк. Я постараюсь сделать максимум спойлеров, чтобы у вас не появилось желание прийти на этот отвратительный фильм. Это худший из развлекательного и хоррор-кинематографа в России. Единственный плюс этого фильма в том, что Микус умирает первым. Да, там есть прототип Микуса, есть прототип Ларина даже, Онегин. Микуса я, кстати, не помню, как зовут, да и ладно, он уже умирает первым. Ларин, к сожалению, умирает вторым. Возмутительно, что я показан каким-то шизофреником. Да, там есть пиджак, да, там есть картавость, хотя картавлю совершенно не так. Да, там есть какие-то необычные обороты речи. Уж извините, я использую не самый типичный для обывателя России вокабуляр. Так уж, не знаю, я привык. Но изображать меня каким-то шизофреником и психом — это неверно. Из известных каких-то мне персонажей, кроме Марии Вэй, которая играет саму себя, Марию Вэй, просто названа она по-другому совершенно, Таша, не помню фамилию, принимает участие такая актриса или видеомодель, фотомодель Диана Мелисон. Чем известна Диана Мелисон? Тем, что она фотомодель Маврина, она некоторым образом там участвует в снимках и в менеджменте этого классного отечественного фотографа. А также вы можете посмотреть видеоролик, в котором Диана Мелисон очень хорошо себя показала. По запросу ВКонтакте, отключив безопасный поиск, запрос должен быть следующим: Диана Мелисон и Ирина Дрейд. Но это так, для ознакомления. Сценарий совершенно отвратный. То есть блогеров собирают на какую-то дачу, ради денег они все туда отправляются и рекламировать якобы какой-то напиток, коктейль, который уходит на второй план, только одно название навевает некоторый флер хоррора. В итоге за первые там 10-15 минут нахождения на даче убивают несколько человек сразу, Ларина вторым, к сожалению, и дальше происходит какой-то пиздец. Разговоры о Владивостоке, о попкорне, о Звездных войнах, о любви, о прикосновениях к сиськам. И потом происходит дальнейший трэш. Совершенно все рушится к чертовой матери. А все потому, что люди так не разговаривают, и видеоблогеры так не разговаривают. Вы когда-нибудь были на какой-нибудь вписке видеоблогеров или на каком-нибудь фестивале? Они совсем другие люди и говорят совершенно по-иному. Попытка воссоздать блогеровскую тусовку не засчитана. И дружелюбный Ларин на этой вечеринке тоже совершенный нонсенс. Уж извините. Да, я понимаю, что фильм в жанре хоррор, в принципе, не должен содержать в себе какие-то крутые сценарные решения. Он должен просто пугать аудиторию, пугать весь зрительный зал. Но там все настолько нелепо. Это не похоже на группу людей, которые попали в страшную ситуацию и пытаются выжить. Нет, это просто как будто КВНщики играют в страх. Нелепых мелочей уйма, от дебильных шуточек до переписки на заметках в смартфоне, потому что их якобы прослушивают. Почему нельзя просто подойти к человеку и сказать на ухо? Или почему они решили забивать вот это прямо шик? Я понимаю, что надо использовать больше видеоблогерских триггеров, но забивать убийцу моноподами с криками «видеоблогеры вперед», ну это уж, извините, совсем пиздец. Кстати, об умственно отсталых. Именно ДЦПшник, тот самый, который в самом начале светится, который демонстрирует всю святую сущность Маши Вэй, приравнивает ее к матери Терезе и является убийцей, натянув себе на голову маску ребенка, которую фоксит сейчас Володя Ржавый почему-то, он перерезает большинство героев фильма. Так вот, этот неполноценный парень, который в сцене с Машей вначале двигается как в slow motion, оказывается очень резким и ловким убийцей, классно пользуется разными видами холодного оружия, душит людей, перерезает глотки. Да, это, конечно, возможно. Ну и, конечно же, сбор средств на убийство. Да, конечно, можно краудфандингом собрать реалити-шоу с убийством видеоблогеров. Нет, и не потому что, наверное, запрещено, а потому что я пытался сделать реалити-шоу, в котором люди, любой желающий мог получить 1 000 000 рублей, поймав меня и умертвив. То есть идея такая была. Я вел переговоры с сайтом Planeta.ru, с сайтом Boomstarter, и все мне говорили, что это слишком, чувак. А когда я поконсультировался с юристом, мне сказали нарушение как минимум 4 статей Уголовного кодекса. В принципе, можешь собирать деньги на что угодно, если ты находишься в даркнете, там, где люди работают через Тор, там, где покупают детей. Но это уж какое-то совсем странное решение, и если они имели в виду это, то, ну ладно, вы победили. Почему фанаты меня так привлекли, которые собирали деньги? Да потому что они якобы есть убийцы. В этом суть игры. Если они угадывают, кто их убивает, то игра заканчивается. Все, молодцы, никто так и не догадался. Хотя по факту фанаты были всего лишь спонсорами. То есть, по сути, это самая главная нить игры, которую они проебали. Просто вот потеряли в стогу своих безумных, идиотских решений.
Не фанаты убивали, убивал ДЦПшник, убивал Митя, убивала Мария Вэй, да кто угодно, кроме фанатов. Мне не понравился этот фильм не только потому, что я не люблю Марию Вэй, в принципе. Да я нормально относился к Марии Вэй, пока она не начала набирать вес, не подрезала себе губы, нос, начала носить огромное количество косметики. Но ее актерская игра ни к черту. Просто это как Кристен Стюарт в «Сумерках». Это самый безэмоциональный персонаж. Даже Онегин. Чтобы проверить мои слова, вы можете просто открыть финальную сцену, разговор интервьюера и Маши В, единственной выжившей. Да, выживет только она. Еще один спойлер. И будет видно, насколько ярко интервьюер исполняет свою роль, задавая вопросы, и как отвечает на них Маша Вэй. Абсолютно пластиково, неестественно. В этом интервью, да, раскрываются все тайные секреты, что она организаторша убийств массовых, что она хочет стать кем-то большим, что у нее ЧСВ больше, чем у Коли Соболева, и она хочет стать матерью Терезой современной цифровой эпохи. Единственная сцена, которая мне понравилась, это когда Диана Мелисон подкатывала к Онегину. Блять, у меня в этот момент просто встал, сам непроизвольно, серьезно. Казалось бы, обнаженки не было, но я был просто в восторге. Диана, напиши мне, пожалуйста. Еще мне очень грустно от ряда вещей касательно прототипов и того, что вы реализовали в своем поганом кино. Во-первых, вы использовали всего, я увидел, человек, который живет в видеоблогинге, трех. Первый — Мария Вэй, которая играет Марию Вэй. Павел Микус, именно Микус, потому что там очень много сцен из его вайнов, и его повадки, и борода. И я, но кроме пиджака, картавости, специфического говора, вы показали меня просто каким-то шизофреником, которого била мать. Ну, это же не к черту. Будь я еще более злым пидорасом и более злым шизофреником, я бы подал на вас в суд с удовольствием, но я этого делать не буду. Я просто скажу всем своим подписчикам, ни в коем случае не ходите на этот фильм. Отвратная, унылая санина. Или, вернее сказать, блевотина. Ведь именно блевотину уважает Володя Ржавый, которого вы почему-то сделали своим амбассадором, создатели фильма. Вы, блядь, не знаете, что такое амбассадор, но окей. Представителем этого фильма на протяжении длительного времени Володя Ржавый в маске этого ребенка завершал все свои скетчи. То есть после скетча был еще какой-то дерьмовый скетч с расчлененком, кровью и этой головой. Блевотина ваш фильм. Блевотина. Это мое мнение. Я не утверждаю, так как, возможно, я уже приравнен к СМИ, но мне кажется, что именно из этой субстанции он и скроен. Мне стыдно за то, что первый фильм о российском видеоблогинге получился таким. Мать вашу. Еще меня бомбит от того, что российские киноблогеры провели себя в очередной раз как тупые сучки. Они были на предпоказе, их позвали. Классно, молодцы. И они поставили хорошие баллы этому фильму. Как это, блядь, вообще возможно? У вас есть хоть что-нибудь святое? Вы киноблогеры, вы должны разбираться в кино. Уж извините, это исходит из названия вашей специализации. А вы просто повелись на приглашение режиссера и разговор с съемочной командой. Шлюхи! Спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте ролику лайк, делитесь им. И ни в коем случае не ходите на фильм «Дизлайк». Я уверяю, что вы только зря потратите время и испортите себе настроение. На премьере в Уфе, здесь, в столице Башкирии, а Башкирия, как известно, крупнее Соединенных Штатов примерно вдвое, было всего 5 человек в зале. 5 человек, это считая меня и моего оператора. Также вы можете поддержать меня и прийти на мой стендап-концерт в вашем городе. Ссылка на информацию о городах в описании. Пока!